Подруга дура хочет развестись. Как вразумить ее? Как помочь? Может быть, за шкирку ее отвести к психологу? Может быть, просто поговорить с ней по душам и объяснить ей все-таки, что муж-то ее хороший. А если она еще не разводится не в первый раз, то со стороны очевидно же, что это у нее сценарий. Сценарий, где она пробует создать семью, не справляется с этим и убегает. И это может повторяться раз за разом, пока человек либо не выйдет из этого сценария, не научится строить отношения, не научится выбирать подходящих для этого партнеров, либо однажды не разочаруется и подумает: отношения не для меня, мне не везет, буду всю жизнь одиночкой. И если это история вашей подруги, а вы действительно к ней тепло, трепетно относитесь, вы переживаете за нее, то очень часто прям подмывает, хочется помочь ей разобраться с ее жизнью. В этом видео я расскажу вам, стоит ли это делать, и если делать, то как. Но, собственно, чего делать не стоит. Здравствуйте, я психолог Наталья Корнеева, вы на канале про отношения. Подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны, и эта тема вам важна. Ставьте лайк и поехали. Итак, сегодня я получила вот такое интересное сообщение. Я тут скрыла информацию, чтобы это было конфиденциально. Немножко добавлю контекста, чтобы понимать. Я занималась с одной девушкой в качестве ученика, она меня тренировала. Это никак не было связано с психологией, было это много лет назад. И я знаю ее семью, я знаю ее мужа, я знаю ее детей, я много раз оказывалась с ними где-то вместе. То есть это мои дальние-дальние знакомые, с которыми сейчас я не поддерживаю никаких контактов. И близкая девушка, которая переживает за судьбу моего бывшего тренера, вот так вот в порыве каком-то душевном, желая помочь, обратилась ко мне через такое сообщение. И как вы думаете, что я ответила? Учитывая, во-первых, что я с ней знакома, а во-вторых, учитывая, что я работаю психологом и веду очень большой YouTube-канал про отношения, то есть это тема, которую я глобально охватываю в своей работе. Что же я могла ей такого ответить? Вот, ответ появился на экране. Почему так? Ведь я топлю за сохранение отношений. Ведь моя рекомендация, которая звучит практически в каждом моем видео, которое, собственно, на тему расставаний и возможных разводов, звучит так. Прежде чем разводиться, я рекомендую попробовать все, чтобы сохранить отношения. И если даже вам кажется, что вы уже их пробовали сохранять, то убедитесь, а действительно ли вы правильно пробовали их сохранять. То есть я всегда рекомендую пробовать сохранять. Но я никогда на этом не настаиваю. Есть один секрет, как же это все устроено. Дело в том, что если человек принял решение разводиться, то даже если нам с вами, зрителям, ведь мы наблюдаем за чужими жизнями наших знакомых, и мы зрители в этой истории, и если нам, зрителям, кажется, что зачем они разводятся, они же нормальные абсолютно люди. Например, вот в этой истории мужик со стороны кажется нормальным мужчиной, и вроде бы все хорошо, сохраните, у вас же есть дети. И вот тут зритель ошибается. Мы с вами, зрители, ошибаемся, когда подсматриваем волей-неволей чужие жизни. Потому что разводиться или не разводиться – это исключительно вопрос выбора. У нас в обществе считается ненормальным. И если два психологически здоровых, нормальных человека, не алкоголики, не наркоманы, допустим, не было измен, я не знаю, что там, мы с вами предположим, есть такие два человека, мужчина и женщина, которые со стороны смотрятся нормальными людьми, и вдруг они разводятся. И нам в обществе кажется, есть такая навязанная норма, что это ненормально, когда нормальные люди расходятся. Но это не так. Абсолютно нормально, если два нормальных человека решили развестись, потому что жить вместе или не жить – это исключительно выбор человека. И человек со своей жизнью может выбирать делать что угодно. Поэтому итог этого видео я хочу вам донести одну очень важную мысль. Когда вы сами принимаете какие-то важные решения в вашей жизни, пожалуйста, не обращайте внимания на то, что прописано в нормах общества, то, что нам закладывали через фильмы, через сказки. Все это фигня полнейшая. Вы имеете право делать со своей жизнью все, что вы захотите. Вы имеете право строить отношения с теми партнерами, которые другим вашим соседям, друзьям или знакомым кажутся какими-то неправильными, ненормальными, нехорошими. И вы имеете право уходить от тех, кто со стороны другим кажется нормальным, хорошим, подходящим. Но вам
не хочется. Ориентируйтесь всегда на свои чувства. При этом, если ко мне в терапию, вот были такие случаи, приходили пары, где проблем было вот просто вот выше крыши, и со стороны люди посмотрели бы, вот, ну вдруг, да, представим, зная всю изнанку их семейной жизни, люди со стороны, зрители такие, как мы с вами, сказали бы: да ну, ребят, вы чё, вам давно пора развестись, как вы вообще в таком трэше живете? И знаете что? Этот трэш лечится. Ну, то есть это может пара преодолеть с помощью инструментов психологии, психотерапии. Как? При одном условии, если они оба хотят. Если оба хотят, то все возможно. Если хочет хотя бы один, а второй не очень, то возможно на 50%. Кто-то, кто пессимист, скажет сейчас: на 50 невозможно, нафига стараться. Подождите, заметьте стакан, который наполовину полон. 50% возможностей – это уже очень много. Но если оба не хотят сохранять, если оба хотят принять решение о разводе и принимают это решение, то какой бы ни был психолог, какие бы хорошие, отзывчивые ни были друзья у человека, какие бы нормы не навязывало общество, эти два человека либо разойдутся, если они хотят, это будет правильным решением, либо из-за навязанных обществом норм останутся жить вместе, терпеть друг друга, тихо, молча ненавидеть, посапывать, приходить в кровать, ложиться пораньше, делать вид, что ты заснул, чтобы твой партнер посмотрел на тебя и думал: она спит, ура, значит секса сегодня не будет. Вот это вот вся фигня, которой занимаются многие люди от чувства внутренней безысходности. Поэтому, когда мы смотрим с вами на жизни других людей, нам кажется, что люди совершают совершенно нелепые поступки, давайте помнить о том, что решает все внутренний выбор человека, и мы вправе делать этот выбор абсолютно любым, какой мы хотим.